Всем привет! Вы на канале «Если хочешь любить, люби». Не забудьте подписаться и поставить лайк. У каждой женщины имеется большое количество отверстий, как часто используемых, так и пустующих без дела. Кроме того, многие любят эти отверстия забивать какой-нибудь дрянью. Вроде как есть, допустим, нос. Им ничего, кроме как дышать, не получается. Но вот суют же туда что ни попадя. В детстве шарики, всякие шурупчики, честно украденные у папы в коробке с инструментами. В переходном возрасте сережки, которые нормальному человеку в период болезни сморкаться мешают. В более зрелом какой-нибудь бестолковый порошок, который рушит мозг и приводит к отупению. Уши затыкают всякой дрянью вроде беруш, дабы не слышать храпа, вместо того, чтобы решить проблему с собственной бессонницей. Про рот я уж и не говорю, тут тоже с детства идет. Сначала сиська, потом соска, потом все, что под руки попадется, начиная с пробки от шампанского, случайно закатившейся под диван, и заканчивая правой отломанной рукой от химической куклы Барби из Китая. Девочки постарше в рот пихают чупа-чупсы и тренируются отсасывать на бананах. Потом уже идут бананозаменители, идентичные натуральным, размерами от 8 см и больше. Кстати, с этим ротонаполнителем девочки справляются лучше всего. Все-таки годы тренировок не проходят даром. Особо одаренные еще в школе умудряются запихнуть в рот одновременно 2 банана, что как бы пагубно сказывается на дальнейшем умственном и половом развитии. Ну да не мне судить, я себе в рот по 2 банана не пихала, и мужской прибор увидела лишь в сознательном возрасте. Но я являюсь той, кем являюсь, поэтому выглядеть ханжой было бы глупо. Ну так вот, продолжая разговор о женских дырочках, конечно же хочется упомянуть и не менее интересные места, раньше о которых вслух говорили немного, а сейчас особо не скрывают. Туда девочки особенно часто пытаются что-нибудь запихнуть, и желательно поглубже. Ну а уж если и не девочки, так мальчики, которым эти отверстия не безразличны. Им же только дай засунуть, а там они уже затолкают, покуда смогут. Когда изо дня в день заталкивать им надоедает, они с энтузиазмом принимаются за святая святых, священную заднюю дырку. Там, по мнению мальчиков, скрывается самое интересное и приятное. По мнению же неопытных девочек, скрывается там как раз малоприятное и малоинтересное, но мальчиков это не останавливает. Что же там на самом деле скрывается? Лучше всего знают лишь учителя анатомии и врачи, но с этим не ко мне. В общем, я тут и не к анальному сексу разговор подвожу. Если кто успел это подумать. С этими всеми женскими дырками все просто. Туда всегда есть что вставить. И даже если оно не живое, не дергается и не извергает белую противную жидкость, девочке все равно будет приятно. Уж она-то всегда знает, как и что себе правильно вставить, даже если всем вокруг рассказывает, что чиста не только физиологически, но и в мыслях. Я могла бы рассказывать долго и печально, жалея саму себя и свою неудачную жизнь, но сегодня у меня настроение более чем циничное, посему плакаться о своей горькой судьбинушке я не буду. Я просто хочу рассказать про волшебную дырку. Ту самую, которую каждая женщина все время пытается заткнуть, но не у каждой это получается. И к огромному сожалению, дырка эта находится не между ног, и вставить туда член невозможно, даже если очень захочется. А если кому-то и кажется, что 20-сантиметровый член пару раз в неделю может помочь доставить оргазм, то спешу разочаровать вас, это иллюзия. Заполняя волшебную дырку, этот член создает лишь проекцию на несчастье ослика Иа, и входит он и выходит даже свободнее, чем шарик в пустой горшок из-под меда. О каком уж оргазме тут речь? Дело в том, что эта дырка гораздо дальше и глубже, она внутри. Где-то между сердцем и душой, и даже самый большой и красивый член туда не достанет. Потому что для того, чтобы доставить девушке настоящий оргазм, нужно гораздо больше. Эта дырка есть у каждой девочки, даже у той самой, которая тщательно это скрывает, даже у той, что целыми днями только и делает, что заполняет всевозможными предметами все остальные свои свободные отверстия. Многим из нас с незаполненной дыркой кажется, что любовь – понятие эфемерное в современном мире. Многим потерявшим надежду кажется, что пустота у нас только в одном месте. И мы все радостно, спеша и подпрыгивая, бежим искать себе наполнитель вроде пенобетона. И лишь об одной важной штуке мы забываем – о том, что, как и при строительстве домов, это невнятная хрень, которой мы заполняем щели, она попросту не вечна. И ее легко может выковырить какой-нибудь скучающий мудак. А потом опять 25, и мы снова бежим за новой упаковкой пенобетона, и снова заливаем эту щель.
но и на новую партию средства найдется новый мудак. И так все по кругу. На самом деле, каждый из нас жизненно необходимо средство, вроде шампуня с кондиционером, 2 в одном. Нам нужен не только мужской член, каким бы он ни был, мы также хотим и кусочек души, причем весомый такой кусочек, который можно будет наконец-то вставить в самую важную нашу дырку. Да, этот рассказ был про любовь. Это я на всякий случай говорю, если вы не заметили. Еще он о том, что секс, даже самый потрясающий, никогда не заменит нам горячих объятий по утрам и холодных пяток в теплой кровати перед сном. Никогда не заменит утреннего кофе, сваренного любимым человеком, и поцелуя в нос после работы, не заменит холодного полотенца на горячем лбу в период гриппа и теплых варежек, в которые можно засунуть еще одну руку. Не заменит заботы и теплых искренних улыбок. Секс – это просто секс, а случайный любовник раз в месяц – это даже не друг. Это так, необходимый для поддержания жизненного тонуса член, вроде таблетки аспирина в период похмелья. Он вроде как облегчает нашу жизнь в совсем уж тяжелые моменты, но никогда не делает нас счастливее. Надеюсь, вам понравилась моя история. Жду от вас лайк и подписывайтесь на мой канал. Если хочешь любить, люби. Дальше будет еще много интересного. До новых встреч! Пока!